слезы радости, эмоции большой победы. Все это было 5 лет назад в Рио-де-Жанейро. И, конечно, каждому из нас хочется, чтобы совсем скоро мы увидели подобную картинку уже из Токио. До Олимпиады в столице Японии остался 1 месяц. Однако до сих пор циркулируют упорные слухи о возможной отмене Олимпиады. Так, состоятся ли игры в Токио или нет? Сегодня поговорим об этом. Всем привет! С вами «Свободный бросок». Олимпийские игры 2020 должны были пройти в столице Японии еще прошлым летом. Однако из-за всемирной пандемии решено было перенести Олимпиаду на год вперед. И вот за несколько месяцев до открытия Олимпиады со всех сторон, из всех стран раздаются упорные голоса о том, что Олимпийские игры надо отменить. И многие до сих пор не понимают и не знают, будет ли открытие Олимпиады или не будет. Во многом это связано с провалом в Японии политики вакцинации. В отличие от многих европейских стран, где вакцинировано от 40 до 60% населения, в Японии, как говорит само правительство этой страны, с вакцинацией полный хаос. Совершенно мизерное количество людей получило прививки от одной известной болезни. И отсюда очень большая боязнь, что 20 тысяч человек, которые приедут из-за рубежа в качестве спортсменов, официальных лиц делегаций, обслуживающего персонала, могут принести в эту страну восходящего солнца, кучу заразы, и, в общем, все там пострадают. Но президент Международного олимпийского комитета Томас Бах не так давно заявил, что даже в условиях чрезвычайного положения Олимпийские игры состоятся в срок, и 23 июля произойдет открытие летних Олимпийских игр. Токио остается самым подготовленным олимпийским городом, и на данный момент у нас нет причин сомневаться в том, что церемония открытия состоится 23 июля. Благодаря огромной решительности и поддержке всех заинтересованных сторон вопрос не в том, будут ли, а в том, как эти Олимпийские игры состоятся. По информации японских СМИ и многих зарубежных изданий, в самой Японии против Олимпиады выступает более 60% населения. Проходят многочисленные митинги, пикеты, но и правительство, и, как я уже сказал, Международный олимпийский комитет заявили о том, что игры состоятся в любом случае. Даже несмотря на мнение большинства населения страны, японская сторона не может пойти против МОК, а прежде всего против штрафных санкций. Все дело все-таки в деньгах. По контракту между МОК и городом-организатором, то есть Токио, все издержки, все штрафные санкции ложатся непосредственно на город-организатор. А если учесть, что только телевизионные права обошлись вещателям в 6 миллиардов евро, то можно понимать, какого размера неустойки придется платить Токио в случае непроведения игр. Да к тому же город-то полностью готов уже к этому проведению. Вся инфраструктура, все здания, все гостиницы, спортивные объекты, они в полной боевой готовности еще в прошлом году были. Поэтому японцам остается только верить в то, что практически все спортсмены из-за рубежа и обслуживающий персонал будут безопасно подготовлены к проведению игр и никаких эксцессов не случится. Единственный минус для тех, кто желает поддержать свои национальные комитеты олимпийские в Японии, это то, что страна восходящего солнца будет закрыта для зарубежных болельщиков, а поэтому все мы сможем наблюдать за Олимпиадой только по телевизору. Так или иначе, на 99,9% игры состоятся, и сборные по гандболу уже начали свою подготовку, и речь прежде всего о сборной России. Она начала подготовку к Олимпийским играм в Сочи. В тренировочном лагере находится 21 игрок. Сейчас подробно поговорим о них. Но на Олимпиаду поедут только 15 человек. Поэтому 6 игроков отсеется от этого основного состава. Конечно, для конкуренции это хорошо сейчас. На каждой позиции практически по 3 человека.
но, так сказать, выживут только сильнейшие. 8 игроков в этом составе сборной – это победители прошлой Олимпиады, то есть половина команды, и есть такая большая уверенность в том, что сплав опыта и молодости поможет нашей сборной в достижении своих целей. А цель, наверное, все-таки одна – это защита титула, ну или как минимум попадание в призеры. Потому что конкурентов у сборной России на этой Олимпиаде хватает. Это прежде всего, конечно, и Норвегия, и Франция. Те страны, которые сегодня тоже диктуют гандбольную моду и которые хотят завоевать большие награды. Норвегия, которая уступила олимпийское золото России на прошлой Олимпиаде, жаждет реванша. Игроки хорошо подготовлены, очень сильный опытный состав. Француженки, которых Россия тогда обыграла в финале, также не сбавили оборотов. В общем, я думаю, что в плане игр нас ждет очень интересный турнир. И для того, чтобы выйти из группы, у России есть все шансы, хотя наша группа, наверное, посильнее группы «Б». Соперником первым россиянок станет сборная Бразилии 25 июля, а затем игры будут через день, и соперниками по группе у нас являются Венгрия, Швеция, Франция и Испания. То есть как бы 4 европейские страны в соперниках у России, и все очень сильные команды. Сложно выйти из этой группы, но 4 первых места выйдут в четвертьфинал. А во второй группе только 3 европейские страны. Это Норвегия, Нидерланды и Черногория. 2 азиатские, это Япония и Южная Корея, и африканская Ангола. Вот такой расклад. С 25 июля начнутся матчи, и будем болеть тогда за нашу команду. Главная новость касательно тренерского штаба. На сборах не присутствует Евгений Трефилов. По информации президента Федерации гандбола России Сергея Николаевича Шишкарева, Евгений Васильевич имеет проблемы со здоровьем, чтобы всецело отдаваться учебно-тренировочному процессу, поэтому он отсутствует в Сочи, но остается на связи с тренерским штабом, готов оказывать консультационную поддержку и полетит в Японию в составе делегации, чтобы на месте помочь словом и делом нашей команде и своим опытом прежде всего. В то же время в состав тренерского штаба включена Людмила Боднеева. Это известнейший в прошлом игрок сборной России, чемпионка мира, призер чемпионатов Европы. Очень сильная, линейная в свое время, лучший игрок в своем амплуа многих лет, многих турниров. В этом сезоне Людмила Боднеева помогала Ольге Акопян в ЦСКА привести команду к золотым медалям и включена вот теперь в состав тренерского штаба сборной России. Ну а теперь, наверное, перейдем к нашему составу, потому что уже сейчас можно прикинуть основных игроков и подумать о том, кто отсеется, кто нет. Кстати, спрогнозировать сейчас в комментариях, кто поедет, кто не поедет, да, и увидеть, как это будет в реальности, насколько ваши прогнозы сбудутся. Начнем с вратарей. Их 3 на сегодняшний день. Это Виктория Калинина из Ростов-Дона, Анна Седойкина из ЦСКА и Анастасия Лагина из Тольяттинской «Лады». По правилам представительства в сборных командах страны Лагина на Олимпиаде будет представлять «Ладу», а не Ростов-Дон, в котором она проведет следующий сезон. И здесь, наверное, думается, что тренеры отдадут предпочтение более опытным вратарям Виктории Калининой и Анне Седойкиной, за плечами которых уже Олимпиада, победа в Рио-де-Жанейро. А для Лагина это будет хороший шаг вперед в сборную, и, наверное, мы все ее будем видеть в дальнейшем в качестве одного из основных вратарей сборной России. Левый крайний тут у нас 2 Полины, Горшкова из ЦСКА и Кузнецова из Ростов-Дона, и Дарья Самохина из Астраханочки, единственная представительница астраханского клуба. Здесь, наверное, более сложно сделать выбор. Мне кажется, что все-таки Кузнецовой предпочтение отдается просто по опыту, по определению. Человек проверенный, готовый решать самые высокие задачи. А вот за вторую путевку в Токио Горшкова и Самохина поборются. Равные шансы, мне кажется, у обеих девушек. И кто как себя проявит, от этого будет зависеть уже их возможная поездка в Японию.
Правый край единственная безальтернативная позиция. Там всего два игрока. Это Юлия Моногарова из Ростов-Дона и Ольга Фомина из Лады. Обе девушки весь сезон привлекались в сборную в основном. Они застолбили за собой свои места. И я думаю, что тут вообще вопросов никаких нет. Дай бог им здоровья, чтобы ничего не случилось и не пришлось искать никакой замены. Обе горят желанием показать хорошую игру, и обе ее показывают, как правило, и в клубах, и в сборной. Линейных трое на сборе в Сочи. Это две ростовчанки, Анна Сень и Ксения Макеева. И разбавлена это двойка Анастасии Ларионовой из ЦСКА. Ну, здесь, наверное, тоже понятно, что ростовский дуэт выглядит предпочтительнее, потому что, во-первых, и сыгран между собой, и опыта больше. Для Анастасии Ларионовой это первые только шаги в сборной. И я думаю, что у нее будет еще за плечами не один крупный турнир. А на турнире в Токио, мне кажется, сыграют Макеева и Сень. Кстати, можете тоже написать, согласны вы или нет с этим утверждением. Правые полусредние. Их трое. Анна Вяхерева из Ростов-Дона, Антонина Скоробогаченко из ЦСКА и Ольга Щербак из Лады. Ну, по номеру 1 на этой позиции Анне Вяхеревой вопросов нет. Вопрос только один к ее состоянию здоровья, потому что много очень матчей пропустила Аня из-за проблем со здоровьем. Ростов-Дон из-за этого потерпел, наверное, такие чувствительные поражения в Лиге чемпионов и в чемпионате страны. Все-таки Вяхерева сегодня это половина Ростов-Дона, будем откровенны, и, наверное, половина сборной России. Поэтому за это время надо сделать все докторам, тренерскому штабу для того, чтобы Вяхерева подошла к Олимпиаде в полной боевой готовности. Ну, естественно, конечно, игрока не должны мучить никакие травмы, и никоим образом нельзя заставлять человека работать во вред своему здоровью. Будем надеяться, что у Ани все с этим в порядке. Пожелаем ей заблистать, как и 5 лет назад в Рио-де-Жанейро, и показать отличную игру, которую она показывает, игру лучшего игрока в мире. За вторую путевку в споре между Антониной Скоробогаченко и Ольгой Щербак, я думаю, еще ничего не решено. Да, Тоня достигла более высоких результатов в этом сезоне в чемпионате страны со своим клубом с ЦСКА и является одним, наверное, из лучших левых полусредних чемпионата. Но на этом сборе все будет решаться непосредственно от того, как игроки себя показывают на тренировках. И здесь у обеих девушек есть неплохие шансы отправиться игроком основного состава. Самый большой выбор у тренеров – это позиция левого полусреднего игрока. Их сразу 4. Это Владлена Бобровникова из Ростов-Дона, 2 игрока ЦСКА – Елена Михайличенко и Полина Ведехина, а также Вероника Никитина из Лады. Здесь вопросов по одному игроку, мне кажется, нет ни у кого. Владлена Бобровникова хорошо, ярко провела сезон. Она основной игрок сборной России уже несколько лет подряд. И я думаю, что ничто не помешает Владлене поехать на свою очередную Олимпиаду. А вот за оставшееся место в сборной среди 3 игроков будет хорошая конкуренция. Полина Ведехина не так давно восстановилась после травмы. Я думаю, что у Михайличенко шансов чуть меньше, потому что Лена пережила очень серьезное повреждение. И в каком она состоянии сейчас, трудно сказать. Хотя игрок этот, безусловно, поможет сборной страны. В общем, сейчас в эти тренировочные дни очень большая нагрузка на этих игроков ложится. И посмотрим, кто из них, по мнению тренерского штаба, более достоин для того, чтобы поехать в Токио. Ну и 3 разыгрывающих на 2 места – это Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина из ЦСКА и Валерия Кирдяшева из Лады. Здесь, наверное, понятно, несмотря на то, что Кирдяшева великолепно провела сезон за Ладу, стала лучшим игроком команды, лучшим бомбардиром клуба своего, но все-таки это еще очень молодой игрок. И, наверное, вызов в сборную в Сочи – это очень большой такой хороший аванс для игрока. Естественно, что в будущем мы увидим Валерию в качестве основного игрока сборной России. А сейчас, наверное, безусловно, и Дмитриева, и Ильина безоговорочно являются игроками сборной для поездки в Токио.
Надо понимать, что подготовка к Олимпиаде – это довольно напряженный и долгий период времени. Игроки все это время будут находиться без своих семей, друг с другом, в закрытом режиме. Сначала тренировочный сбор в Сочи, затем в Новогорске, затем вылет в Нидерланды на товарищеский турнир. И уже 18 июля команда улетит в Японию. И вот будет только 7 дней на адаптацию, и 25-го стартуют, собственно, игры. Финал уже в начале августа пройдет, 8 августа состоится финал. Если сборная дойдет до него, то почти 2 месяца занимает весь вот этот процесс от начала сборов до финальной игры. Это сложный, конечно, процесс, и помимо собственного успеха, который выразится в получении медалей, игроки получат и хорошие премиальные. Надо понимать, что и от государства есть хорошие премиальные, исчисляемые в миллионах рублей за победу, за серебро или за бронзу для любого спортсмена-олимпийца. И также Федерация гандбола России не жалеет средств на поощрение своих игроков. Я думаю, что суммы, наверное, еще более крупные, чем получаемые напрямую от государства. Также не надо забывать о спонсорах различных. В общем, есть за что в том числе выступать не только за страну и флаг, хотя, безусловно, это на первом месте для любого игрока, но и у любого спортсмена это хороший шанс получить серьезное вознаграждение. Главный секрет, который останется между нами, это вопрос премиальных, о которых я рассказал сегодня девочкам. До финала 56 дней. Это очень тернистый, тяжелый путь, наполненный лишениями, физическими нагрузками. Девчонки все это время без мужей, без парней, без детей, родителей. Это очень непросто. Мне хочется, чтобы они знали, что их ждет хорошее финансовое будущее в случае успеха. Вот это секрет, который мы договорились никому не раскрывать. В общем, со всех сторон сборная обеспечена, подготовлена и замотивирована. Остается только уповать на то, что у самих игроков хватит сил, мужества, рвения и удачи для того, чтобы пройти весь этот сложный путь без потерь и с успехом. Но мы должны не забывать, что это спорт, и помимо сборной России еще 11 команд хотят добраться до самой вершины, и среди соперников такие же точно сильные сборные, как и наша команда. Поэтому тут есть и спортивная удача, и везение, и какие-то факторы, которые влияют на каждый конкретный матч, на каждый конкретный гол и заработанное очко. Поэтому давайте все будем просто держать кулачки за нашу команду, болеть, желать ей удачи. А о играх турнира мы обязательно расскажем в наших передачах во время самого турнира. Также один выпуск посвятим представлению соперников нашей сборной перед Олимпиадой. В общем, ждет нас много интересного. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео. Ждем обратной связи, комментарии, что вы думаете о нашей сборной, о составе. Пишите свой вариант сборной, а также пишите пожелания нашей команде. Ну а мы скоро увидимся.